Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Я обожаю подарки. Более того, кроме того, как их получать, я их просто обожаю дарить. Это самое лучшее чувство — увидеть восхищенные глаза человека, которому ты даришь подарок. К некоторым сюрпризам я готовлюсь несколько месяцев, и я вообще обожаю праздники. Вот, но многие люди не умеют принимать подарки. Это очень большая проблема. Когда человек вам дарит подарок, будь то, неважно, сколько он стоит, да, разумеется, мы говорим о том подарке, который вас порадует. А человек ждет, во-первых, вам дарит свою энергию, да, он дарит вам подарок, и он хочет от вас получить ваши эмоции, вашу энергию. Многие из вас в этот момент говорят: что тут, да ну не стоило, нет, не надо. Это категорически делать нельзя. Вы и сами у себя отбираете, да, энергию, и у человека вы игнорируете. Поэтому тема звучит следующим образом. Я с благодарностью принимаю все щедрые дары Вселенной. Благодарю. И до того, как вы напишите, проделаете упражнение, я прошу вас посчитать ваш денежный код. Дата вашего рождения, например, 23.03.1987. Денежный код содержит 4 цифры. Первая цифра — это будет сумма дня вашего рождения. Второй цифрой — сумма месяца вашего рождения. Третья цифра — это сумма цифрок в году вашего рождения. И четвертой цифрой является сумма всех получившихся у вас предварительно цифр. Соответственно, 23 это у нас 5, 03 это 3, 1987 это 7. И четвертая цифра у нас сумма 5, 3 и 7. Получается 15 это 6. Теперь ставим таймер, останавливаем видео, ставим таймер на 2 минуты, разогреваем нейроны и пишем первое, что придет вам в голову, когда вы думаете о щедрых дарах Вселенной. А мы тем временем продолжим. Мы берем волшебный какой-нибудь маркер. Не всегда вам рассказываю, чем я рисую, но надеюсь, вы не в обиде. Кладем левую ладошку. Левая рука у нас отвечает за принятие подарков. И аккуратненько обводим. Можете почувствовать, можете свою энергию на листик направить сейчас, чтобы он завибрировал, загорел. Вот такие вот у меня пальчики. Что мы делаем теперь? Вот такая ладошка тянется к небу. И я вам предлагаю сделать 4 цифры, 4 кружочка. Подумайте, где они у вас располагаются. 1, 2, 3 и 4. В этих кружочках мы сейчас разместим цифры нашего денежного кода. Так считают нумерологи. Для того, чтобы разместить там циферки моего денежного кода, я вот не глядя набрала 4 маркера. Не глядя набрала. У нас цифры 5, 3, 7, 6. Да, все верно. И прям как вот вам хочется. Так и пишем. Можете обвести их несколько раз. 5, 3,
7. У вас свои циферки. Это мой денежный код. Таким образом мы будем активировать и код, и настраиваться на получение подарков. Что такое денежный код? Люди, во-первых, есть фэн-шуй, да, у нас, например. У нас есть нумерологи. У нас есть огромное количество вещей, где мы применяем этот денежный код. В ведической астрологии одним из самых важных показателей вашей жизни считается дата вашего рождения. Начать я хочу с того, что мне хочется пронейрографировать кружочки, чтобы они прям завибрировали. И теперь мы будем соединять цифры денежного кода с вашей ладошкой, с вашими пальчиками. Медленно думая о принятии подарков, вы идете, можете сам кружочек пронейрографировать. Считается, что по дате вашего рождения можно посмотреть и предсказать всю судьбу человека. Но, разумеется, у каждого есть карма, с которой мы приходим в этот мир. Все, что наработали. Но, опять же, карму всегда можно изменить. Можно все отработать и изменить свою жизнь. Поэтому я придерживаюсь того, что наша жизнь в наших руках. Вот. Нумерологи используют этот код, рекомендуют использовать денежный код в паролях на телефонах и использовать его как можно чаще, чтобы он постоянно был на глазах и работал. Дата рождения, особенно там, если вы еще время знаете, действительно можно посмотреть по событиям, насколько точно она может рассказать о событиях, которые были в вашей жизни. Настолько точно, что даже вот моментами становится волнительно. Так что нумерологи, кстати, очень часто эти дату рождения меняют, чтобы изменить судьбу, можно так сказать, человека. Мне нумеролог менял, но дату рождения, условно говоря, нужно в этот день просто там попраздновать. У нас каждый день в жизни праздник, поэтому я сразу все округляю. Поэтому, разумеется, в паспорте поменять дату рождения сложнее, но можно ее там, условно говоря, в своих социальных сетях изменить. И посмотрите, как меняется жизнь. Насчет номера телефона могу сказать, у меня действительно очень большой опыт общения с нумерологами, мне было очень интересно это все. И я однажды была на приеме, тут звонит телефон, причем человек обычно никогда не отвечает, а тут, как бы очень надо, можно ответить, конечно. И парень еще ничего не успел, мужчина звонил, еще ничего не успел сказать, как тот ему включил его на громкую связь, он смотрел на номер, с которого звонили, и он рассказал ему всю его жизнь. Вот, поэтому цифры очень важны, и если вот денежный код можно использовать, поэтому давайте. Представляете, как вся сила вот этого вот денежного кода сейчас пройдет вашу ладошку. Левая ладошка у нас отвечает за принятие. Мы даже в фэн-шуй, например, даем правой, берем левой. Почувствуйте каждую цифру, каждое облачко, как будто это некий ваш магический шар,
который принесет вам все, что вы желаете. Прям когда вы его внутри нейрографируете, почувствуйте. Почувствуйте значение вашей цифры, какая у меня эта цифра, о чем она мне говорит. Смотрите, чтобы в каждый пальчик входила энергия. Чтобы энергия у нас входила отовсюду. Мы с благодарностью принимаем щедрые дары Вселенной. Это тоже из разряда, неважно, веришь или нет, это все работает. Поэтому нарисовать вот такой вот код один раз хотя бы в несколько месяцев можно, да, потому что каждый раз вы меняете свою жизнь с каждым рисунком, с каждым своим действием. Может быть, вы там формулы фэншуйные ставите, да, может быть, вы какие-то практики отпускания обид, прощения делаете, огромную работу проделываете. Поэтому тут работа над собой, она не прекращается никогда, ни на одну минуту. И, соответственно, если вы что-то делали, то все, вы вышли на новый уровень, но нужно же двигаться дальше. Поэтому не забывайте освежать практики, делать по-новому, потому что оно всегда все по-новому выглядит. Аккуратненько, с любовью округляем, чувствуем, как оно идет по вашей кисти, спускается, может быть, к вашему сердцу, заходит в вас. Вся вот эта вот денежная энергия. Почувствуем семерочку, у вас своя цифра. Наслаждайтесь. Можете повспоминать все дары, которые вы получали. Знаете, я никогда не стою, например, не жду места для парковочного. Когда я приезжаю, место всегда готово, Вселенная уже позаботилась и ждет меня. Или максимум мне нужно сделать один круг, и место уже есть. Почувствуйте, как идет энергия тоненькими-тоненькими струйками. Она заходит и сливается в такой единый поток. Можно написать этот код на бумажке, положить себе там в кошелек или возле сейфа, в место, где у вас денежки лежат. Пересмотрите свои внимательно, как вы реагируете на получение подарков. Даете ли вы энергию дарителю? Вот этот восторг, который вы испытываете. Человек хотел сделать вам приятно, он думал о вас, что может быть прекраснее. Просто радуйтесь. Вы знаете, меня поразило, мне была нужна карта. Ну вот срочно нужна была, когда вот началось все вот это, и российские карты позаблокировали.
Наши как раз там на перевыпусках были, и нужна карта. Вы не поверите мне, 5 человек дали полностью данные своих карт. Я их нашла буквально там за 5 минут. Полностью данные карты со всеми кодами сзади, с СВВ. Да-да, конечно, покупай все, что тебе надо. Просто берите подарки Вселенной. Обязательно благодарите. Без благодарности никуда. Причем один из этих людей был человек, которого я вообще не знаю. Ну вот от слова вообще. Мы никогда не виделись, мы никогда там до этого момента не разговаривали по телефону. У меня прям по телу разливается сейчас такой теплая энергия. Очень приятно. Шестерочка, заключительная циферка наша. И все, денежный код активирован будет весь после того, как мы проведем. Почувствуйте каждую цифру, поработайте с ней. Я много раз вам говорила, еще раз повторюсь, невозможно не родиться не в свою дату. На эту тему у меня в Телеграме есть очень много постов. Если вы долистаете, по-моему, в марте я вам их давала, вот, где я рассказывала о том, что невозможно родиться не в свою дату. Человек, душа, еще до того, как родиться, он выбирает сначала уроки, которые он должен пройти, а потом он выбирает, с кем он их пройдет. Соответственно, вы выбрали маму своих, папу, семью, в которой вам родиться. Так вот, к чему я это? Очень часто, может быть, вы знаете, когда планируют кесарево, все равно что-то идет не так, и ребенок рождается в тот день, когда ему нужно. Потому что также вот на небе располагаются энергии. Когда человек рождается, все эти энергии с первым криком малыша, да, когда вот он только приходит в этот мир, ну, вот, и видит его, они как бы запечатываются в теле. Все энергии дня, все энергии, которые были вне, которые стояли в этот момент на небе, они запечатываются в человеке. Так что, что бы вы там ни хотели, что бы вам не рекомендовали врачи, человек все равно родится в ту дату, когда ему нужно было. Потому что вы не знаете, какие уроки ему нужно пройти, какие он выбрал, чтобы он прошел в этом мире. А на карту, ну вот вообще человека, и раз уж мы об этом заговорили, влияет не только дата рождения, но и дата зачатия. Разумеется, дата рождения больше, но дата зачатия тоже играет такую довольно-таки важную роль. Как вы себя чувствуете, когда мы активировали денежный код? Может быть, еще где-то линии хочется? Если хочется, добавьте. Добавьте, если хочется, чтобы прям сильнейшим потоком оно все шло в нас, наполняло нашу жизнь. Сразу округляем.
Ой, наглядный пример. Когда муж вам, например, цветы дарит, что вы говорите? Понаблюдайте за вашей реакцией на подарки. Если вы говорите, ой, не стоило, или зачем, или там еще хуже, может быть, хаять начинаете человека, то какие вам подарки? Нужно быть благодарными. Когда вы благодарны за все, что имеете, все ваши желания начинают исполняться по волшебству. Вселенная начинает вам посылать еще больше подарков, еще больших, ценных, важных по значимости, нежели у вас до этого были. Прям ладошку хочу, чтобы моя ручка завибрировала. Я люблю подарки. Но здесь есть также очень важный момент. Может быть, кто-то сейчас его не оценит, но вы не обязаны принимать подарки, которые вам не нравятся. При условии, что человек, конечно же, знал о том, что вам там это не подходит. Я много раз об этом говорила, но вы не можете отдавать свою энергию, если человек не удосужился, не потрудился узнать, а что вас порадует. Вот такая вот у меня ладошка получилась. Левая рука горит. Кстати, вы знали, я любую примету, в принципе, умею переделывать под себя. У меня все к деньгам. Вот, и если у меня чешется левая ладошка, это точно, что я получу какую-нибудь большую сумму денег. В плохие приметы мы не верим, а в хорошие мы сами создаем. У меня вся рука сейчас вибрирует, моя вот это на самом деле. И сейчас, когда мы будем соединять нашу ладошку с социумом, я прошу вас, проводя линии, думать о благодарности. Благодарю тебя, Вселенная, за все твои щедрые подарки. Благодарю, я с благодарностью, потому что мы живем в социуме, и с одной стороны не важно, что там социум скажет, но с другой стороны порой этот социум и делает нам подарки. Особенно если мы говорим там о деньгах, например. Потому что работаем мы в социуме. Округляем, что вы чувствуете сейчас, когда вы стали связываться с социумом. Наблюдайте за своими ощущениями. Мне очень волнительно, не могу сказать, что мне даже комфортно. Мне совсем некомфортно. Создавайте нейронные связи в своей голове, создавайте впечатления. Наблюдайте, что вы ощущаете. Поле оно у нас бесконечно. Почувствуйте,
представляете себя. Может быть, у кого-то нету сейчас чувства, у меня такое появилось. Я не чувствую себя в безопасности, но я знаю, что Вселенная заботится обо мне. И активируя денежный код, мы привлекаем еще больше источников дохода, еще больше денег в нашу жизнь. Подумайте, про что это вам. У меня слезы наворачиваются на глаза. Все, я сейчас раскисну. Активируем свой денежный код. Создаем связь с социумом. Как нам вот в том поле, в том социуме, в котором мы живем, жить с вот этим кодом? Как нам получать все дары, все щедрые подарки Вселенной? Обязательно быть благодарными. Это прям условие номер один. Хотите процветать, будьте щедрыми, будьте благодарными. Посмотрите, если вам вдруг мало линий или нету чувства безопасности, когда вы стали с социумом проводить, в социум стали связь рисовать, тогда добавьте еще линии, чтобы вам вот прям стало хорошо. Ощущайте, как по всему вашему телу сейчас, визуализируйте, разливается вот этот вот поток щедрых подарков Вселенной. Денежный поток. Вы посмотрите, сколько новых связей вы образовали. Если вот еще не приходило, значит, сейчас уж точно. Или вперед освобождать место для того, чтобы получать все, что мы желаем. Ох, я закончила, переходим к цвету. Посмотрите, какой цвет вам в руку идет, что вам идет, про что вам этот цвет. А после того, как добавите цвет, вот тоже наблюдайте, как сейчас вы себя ощущаете и как станете потом. Взяли цвет, посмотрите, с какой циферки начали. Понаблюдайте, не спешите ее менять, чтобы вот эта вот энергия каждой циферки, она заходила в пальчик, чтобы она прям до ладошки доходила. Дальше уходила, спускалась к вашему сердцу. Поле, оно бесконечно. Оно не ограничивается листом формата А4. Может быть, вы на поменьше листике рисуете. Я благодарю тебя, дорогая Вселенная, за все твои щедрые дары. В идеале помните, чтобы работа вам понравилась. Это очень важно. Не понравилось, рисуйте еще. Только предварительно подумайте, про что вам это, почему вам это. Мне удивительно, почему я не взяла. У меня есть и зеленый, у меня есть и розовый. А видите, как вся энергия, она у меня, и неважно, где у меня какого цвета циферка, но мне кажется, она как будто сливается вот так вот.
Прям чувствуете, как вибрируют эти цифры. У меня такое ощущение сейчас, будто волосы, знаете, аж корни поднимаются на волосах. Чувствуете, как вот эта вот энергия денежного кода входит в вас. Вы ее активируете сейчас. Видите, выше куда-то пошло. Позвольте своей руке рисовать. Не думайте о том, куда что пойдет. Доверьтесь. Сколько раз бывало так, что вам Вселенная дает какой-то подарок, а вы струсили, забоялась, отказалась, а потом всю жизнь жалеете. Лучше всегда сначала попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Обязательно на социум продлевайте те же самые цвета. Желтенький мой. Если где-то недоокруглили, вы всегда можете потом вернуться к своей работе. Не волнуйтесь об этом. У меня, видите, как пошло, у меня сливаются вот эти вот две цифры со своими цветами. Прочувствуйте эту цифру, прочувствуйте, как денежная энергия идет к вам, спускается, проходит через ваши пальчики, проходит через вашу ладошку. Меня поразило, что вчера на пост на тему «Да прольется денежный дождь» люди написали: а я к этому не готова. И хорошо, что вы понимаете, что делать, что происходит, вы понимаете, вы учитесь слушать свои чувства, вы учитесь слушать себя. Это очень круто. Так, и конечно, кто бы мог. Да вот не этот я хочу. Нет, я этот взялся. Ну, с этим мы останемся. Голубой. Нейрографика удивительная вещь. Дышите, наслаждайтесь. На нее действительно подсаживаешься. На самом деле вы работаете со своей головой, со своим мозгом в такой творческой форме. Вы создаете новые нейронные связи в своей голове. Вы целенаправленно думаете о желаемом. Отчасти, можно сказать, вы где-то в этот момент медитируете. В любом случае вы перестраиваете свои мысли на ту энергию, которая необходима для исполнения желаний. Вы сейчас получаете все блага Вселенной, все блага цивилизации. Вы готовы принимать. Очень большая проблема людей заключается в том,
что они не готовы принимать подарки. С цветом можно работать бесконечно долго. Вы это знаете. Поэтому я сейчас доведу до того, как мне нравится, до такого состояния. Вы можете продолжать работать. Очень нежно, по-моему, получилось. Цвета могут накладываться друг на друга, вы об этом тоже не забывайте. Почему-то красный сюда пошел. Опять же, продумайте, про что вам тот или иной цвет. Или посмотрите, какая палитра красок и цветов здесь есть. Вот они, прям из космоса идут ко мне все мои подарки Вселенной. Я им безумно рада. Обожаю подарки. Очень люблю их получать, но еще больше люблю дарить. А вы любите дарить подарки? Прям хочется мне вот как-то светящимися шарами сделать мои циферки. Вот, я, пожалуй, закончила. Что у нас сейчас будет? Линия поля. Наблюдайте, как вы себя сейчас ощущаете, что изменилось у вас, что изменилось в вашем самочувствии. Может быть, давайте еще сильнее активируем. Может быть, у вас там идеи какие-то пришли, может быть, вы уже какой-то подарок получили. Прибавим энергии, энергия идет вниз, вверх от нашего сердца прямо в космос. Я с радостью принимаю все щедрые подарки Вселенной. Подумайте, сколько вам линий нужно. Одна, две, три. Энергия прям переполняет. Надеюсь, у вас тоже. Округляйте все пересечения. И давайте найдем сразу фигуру фиксации. Здесь у меня очень сильно горит. Ладонь туда, куда все посылают. Попробуйте, приметьтесь, почувствуйте эту фигуру фиксации свою.
Наблюдайте за тем, что будет происходить после этой работы в вашей жизни. Делитесь обязательно в комментариях своими достижениями, своими успехами. Таким образом вы мотивируете других людей работать над собой, потому что жизнь можно изменить. Главное это делать. Главное не сидеть сложа ручки и не причитать, а главное жить. А я вас благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Огромная вам благодарность за все ваши лайки, за все ваши комментарии и, конечно же, за благодарности, которые вы мне посылаете. Вы самые внимательные, самые щедрые и самые волшебные. Я желаю вам хорошего дня.